Так, вот такая вот проблема. Горит чек. Включаем. Чек у нас не тухнет. Заводим машину. Чек у нас перестает тухнуть. Вот таких вот 1000 оборотов держит. Так, вот такая вот у нас ошибка. Сейчас проморгает. Вот это моргает ошибка. Первые 10 раз это 0. Вторая это 5. Третья цифра. Опять 10 раз это 0. Последняя 7. То есть ошибка у нас 0,507. Если после паузы опять моргает, значит есть еще вторая ошибка. Для того, чтобы считать ошибку в амулете, вот возле бачка есть провод диагностический. Вот коротим вот так вот скрепкой вот эти два контакта. И включаем зажигание, как только что я показывал. И считываем ошибку самому. Так, снял клемму с аккумулятора, то есть отключил аккумулятор. Сейчас опять его включил. Сейчас посмотрим. То есть получается обесточил мозги. Обесточил мозги и чек пропал. Тухнет, не знаю, ушла ли проблема, не ушла. Сейчас заведем. Вот, обороты стали где-то 800. Где-то 800. Ну, посмотрим. Значит, был заменен регулятор холостого хода. До этого горел чек при включенном зажигании. Ошибка P0507. Это там по ошибке, это как бы повышенное питание. Регулятор холостого хода, повышенное питание. Вот сейчас начинают расти обороты почему-то. Или нет? Нет. Ну не знаю, посмотрим, сейчас поездим. Так, ну вот проехал 15 километров. Заменил же РХХ, заменил датчик положения дроссельной заслонки. Ну, короче говоря, ничего не помогает. Тут опять я включаю. Сразу когда обнулил, пропал чек. Сейчас он опять горит. Опять тоже, наверное, ошибка. И опять после того, как нагрелась, вот она держит почти 1100 оборотов. 1000. Обороты повышенные. Короче говоря, дальше дело не в РХХ, вот опять повышаются. Сейчас немножко стрелка вверх пошла. Дело не в регуляторе холостого хода и не в датчике положения дроссельной заслонки. Надо сейчас искать, в чем же проблема. Так, ну вот в процессе всей этой профилактики РХХ, датчик положения дроссельной заслонки, в общем, пересматриваю все, где эти высокие обороты. Значит, вот что обнаружилось: клапан картерных газов. Вот его начал отсоединять, и снизу, короче, с него льется снизу что-то, масло, наверное. Так, вот что обнаружилось. Вот такая у нас пробка. Ух ты.
вот столько вылилось с клапана. Кошмар. Обращайте внимание на клапан картерного газа. Вот такая вот херня. Там в шланге, кстати, то же самое. Тут шланга. Ну, там видно, да, сейчас буду снимать ее. Ужас. Короче, он снял шлангу с картерного клапана, нижнюю, просвета. Вон просвет. Даже спичка туда не пройдет. Вообще просвета нет. Засранное все в масле. Ну, для сравнения. Видно? Класс. Вот в череамулет, когда снимете фильтр, вот этот воздушный. Но тут еще можно, потому что шлангочка это сюда, сюда одевается. Вот здесь можно еще снять вот такое окошечко и вытащить оттуда еще поролончик, поменять заодно. Так, не забываем также прочищать вот этот канал. Вот смотрите, вот что отсюда вылезло. Куча смазки. Берете тряпочку, вот так вот ее сюда. Затем отверткой. Так, вот так. И пока она не вылезет с этой стороны. Неудобно просто. Ну, вот так пропихнули и отверткой. Вот она вот появилась. И вылезла куча гамна еще. Назад. Все. Так, ну вытерли хорошенько это место. Затем берем вот такую мочалку. Или обычную мочалку, у кого какая есть. Отрываем ее и сюда аккуратненько ложим. Вот так вот оторвали низ. И теперь сюда ее вмещаем по размеру. Вот так вот. Сильно уплотнять не надо. Мне пришлось от этой мочалки оторвать кусок. Потому что сильно плотно было. Вот. Вот и все. Теперь все закрываем. Ставим на место. Так, ну все, собрали в обратном направлении все. Теперь только включаем аккумулятор и идем пробовать. Так, включаем зажигание. Чек погас. Он, в принципе, когда отключаешь аккумулятор, не так газ. Ну, запускаем. Скажем так, особых изменений я не вижу пока. Где-то 900 оборотов держит. Должен держать где-то 800. Это не сильно он и холодный. Ой, не сильно он и... Ну да, не сильно он и остыл. Почти на горячую. Посмотрим, сейчас поездим. Смотрим, что будет километров через 15, как она будет себя вести.
Ну вот так вот она работает. Проехал километров 10. Вот сейчас вот такие холостые. Где-то, наверное, 800. Так, двигатель работает вроде ровно. Единственное, на что еще обратил внимание, на дроссельные заслонки. Вот если такой болт, я его немножко попустил, и у меня немножко заслонка пошла вниз, там на миллиметр, может чуть больше. Он немножко подтягивал. Может вот так где-то подтягивал. Я его отпустил, немножко обороты упали. Обращайте внимание еще на этот болт. Так, ну вот, чтобы как-то подытожить эту ошибку, которая у меня была P0507, которая расшифровывается как повышенное питание на датчик регулятора холостого хода, повышенные обороты. Значит, все, что я сделал, заменил регулятор холостого хода, заменил датчик положения дроссельной заслонки, не помогло. Вернул их обратно, вернул старый, оказался рабочий, и датчик положения дроссельной заслонки оказался рабочий. Вот. И второе, что я сделал, я прочистил клапан коллекторных газов, который там у меня масло вытекало, вычистил. Его нужно под замену, я его просто продул. Вот. И регулировочный болт немножко оттянул назад на самой дроссельной заслонке. Вот. В принципе, у меня по большому счету с этим болтиком, который был немножко потянут на оборотах, у меня до этого выдала ошибку. То есть я ездил нормально, потом выдал ошибку, потом я только этот болтик оттянул. Ну, может, обороты остались и высокие, но по крайней мере сейчас уже я второй день езжу с вот прочищенными шлангами, вот этими патрубками на старых датчиках. Ошибка у меня не появлялась. Вот я сейчас запускаю очередной раз. Вот у меня чек гаснет. Сейчас заведу. Вот рабочие обороты, ну пускай 800. Проезде где-то ну километров 15-20 проеду. Вот, у меня опускается стрелка еще ниже, с оборотов до 700. То есть как бы по свечам, свечи новые, бронепровод в порядке, свечи выкручивал, смотрел. В принципе, все нормально по свечам. Налета особого никакого нет, ни черного, ни белого. То есть, как бы. Ну вот как бы так, по этой ошибке особо еще такую конкретную причину не нашел. Ну, единственное, что я же говорю, что прочистил патрубки картерных газов. Пока как-то так. Появится ошибка, буду записывать дальше новое видео. Пока все.